Всем привет! Сегодня я вам расскажу, каким проектом я занимаюсь, какие я использую для этого инструменты, какие настройки и как в целом может быть немножко подкрасться к AI разработке. Сегодня сможете все посмотреть. Приятного просмотра. Так, ну чего, давайте. Значит, в чем прикол? У меня есть уже относительно частично готовое приложение. И я сегодня покажу несколько аспектов, что можно делать, что нельзя делать. Давайте начнем, пока оно грузится. Чуть не то. Пока оно грузится, я вам покажу несколько вещей. Так, итак, значит, у меня уже есть проект, и он довольно-таки относительно большого размера уже. И это как раз накладывает те самые ограничения, о которых я говорил в шорцах и в одном из моих видосов. Потому что очень классно и очень быстро собирать первую версию любого приложения, а дальше корректировать или модифицировать каждая следующая итерация, она довольно-таки сложная. И на данный момент я себе придумал, ну, такой workflow. Не сказать, что он легкий, но он позволяет держать, относительно пытаться, стараться держать AI-агентов подальше от галлюцинаций, потому что в части галлюционирования они, конечно, удивительные товарищи. И если буквально на минуту отвлечься, он уничтожит и разнесет весь ваш проект, все изменит, все перековеркает, сотрет то, что было, понаставит ненужного, пойдет лезть в какие-то совершенно необязательные и ненужные дебри. И эти моменты, они до сих пор не решены. Вообще базово, давайте, если мы поговорим о базовом, значит, что у нас есть? Сейчас сделаем как-нибудь. Ну, так лучше. Значит, как вообще подступиться? Это на самом деле тема отдельная, и тут надо исходить из того, что, что ты конкретно сам хочешь.
Ты, если хочешь рисовать, это дизайнерские темы. Ты, если хочешь кодировать, это другие, да, это AI, среды разработок и прочие AI-агенты к ним. Если ты хочешь писать тексты, это совершенно там другая тема. Если ты хочешь создавать видео или же ускорять процессы создания видео, это еще одна история. Поэтому здесь надо исходить из вашего интереса. Я считаю, ни в коем случае нельзя брать что-то эфемерное в виде пэт-проекта и так далее ради того, чтобы он был, а брать действительно интересную, интересующую и будоражащую вас идею. То есть, если вам будет интересно, вы и будете заниматься. Если вам будет неинтересно, вы это дело бросите. То же самое, как с изучением иностранного языка. Если он вам нахер не нужен, вы его изучать, сколько бы вы ни изучали, сколько вы денег не потратили бы на преподавателя, курсы, книги, тесты, вы его не выучите, потому что у вас внутри вас отсутствует необходимость, отсутствует внутренний запрос. Поэтому самое простое, как и самое эффективное в любом деле, исходить надо из собственных интересов. И сейчас я обрисую, ну, там, некий один из этапов, а потом в следующих видео расскажу что-то более там до, что-то после и так далее. Значит, как поступиться к ИИ? Давайте части разработки приложений. Значит, кстати, у меня же это уже есть. One second. Смотрите. Вам несказанно повезло, потому что у меня эта информация, я ее уже записывал. Вот так, да, нормально. Значит, первым делом вам надо провести ресерч, да, то есть исследование. Что вы хотите, как вы хотите найти либо совершенно неизвестную вам историю, новую, либо же найти некий leverage, некий информационный или вакуумный рычаг, который позволит вам в какой-то уже известной вам истории, в известной вам нише, бизнесе или еще где-то, позволит вам занять либо существующую долю рынка, да, то есть некое совершить паразитарное действие позитивного на самом деле характера, об этом потом поговорим, либо же найти какие-то островки, очишки неудовлетворенного спроса, когда вроде бы рынок существует, рынок конкурентен, так называемый Красный океан, и вроде бы даже, может быть, рынок стабилизирован в плане того, то, что, допустим, порог либо слишком высок, либо базовая маржинальность рынка низкая, но при этом есть непокрытый, неудовлетворенный спрос клиентский либо на базовые услуги, либо на сопутствующие услуги, ну и, собственно говоря, также там либо же на товар, да, то есть либо на базовый товар, либо на сопутствующий товар. Это есть что водичка. Значит, давайте дальше. Значит, есть ресерч. Об этом я запишу как-нибудь видос. Я эту тему изучаю. И довольно-таки она такая. Есть много прикольных вещей, которые позволяют, ну, с какой-то долей вероятности о чем-то говорить. Что вот здесь, вот сюда можно попробовать зайти, вот туда можно попробовать зайти.
с определенным выхлопом. Значит, окей, давайте договоримся так, что ресерч мы провели, да? Будет отдельное видео, там посмотрим. Дальше нам надо что-то сделать с... Ну, раз мы делаем какое-то веб-приложение, нам надо что-то нарисовать, да? Мы можем сами что-то рисовать. А что мы сами можем рисовать, я вам сейчас попробую показать. Показать. Сейчас, секунду. Условно говоря, что мы можем и где, главное, мы можем рисовать? Мы можем с вами рисовать в Figma, в Miro и прочих whiteboardах. Канонично и полезно рисовать Figma, но, честно говоря, история Figma такова, то, что если вы посмотрите истории создания неких SaaS в виде там, Airbnb и т.д. и т.п. и Uber, все они как один, да и многие создатели приложений, все как один говорят то, что дизайн не так решает в начале, как value provided, да, то есть важно дать value и дать его наиболее легко и просто в части получения клиентам этого value, да, этой ценности. Если вы будете сильно тратить время на UI и UX, то это будет, скорее всего, просто потеря времени. Почему? Потому что глобально клиенту не так важен UI как таковой, если он не получает problem solution, да, то есть если он не получает решение своей задачи, боли, запроса и т.д. и т.п. Вот, поэтому Figma очень здорово, очень круто, но я, честно говоря, мне проще рисовать в Miro, потому что это в 5 раз быстрее, страшней, но быстрее, легко и просто. Сейчас я вам покажу. Сейчас, одну секунду. Пам-пам-пам. Не туда смотрю, сейчас, секунду. Это было. Да, это было здесь. Отлично. Ну, вот как видите, да, я рисую какие-то экраны. У меня их тут достаточно много. Еще вот тут штук 5 надо сделать, еще штук 5-7 здесь надо онбординга сделать. Короче, всего дофига. И просто сидишь, рисуешь. Вот ты берешь, чудесная темка. Вот она, раз, допустим. Давайте вот так. Это у нас базовый экран, да? Ну и пошли. Кнопочка. User profile. Что-нибудь там. Чпок.
Все. Вот у нас пошел какое-то экранирование. Вот мы его рисуем. После того, да, как мы это дело отрисовали, нарисовали, а что, собственно говоря, с этим делом делать? А, Что нам с этим делом делать? С ним что-то надо сделать. Ну, давайте. Вот у нас есть user profile, там, не знаю, какой-то блок. Content. Main content блок. Да, и, допустим, у нас еще будет вот здесь какой-нибудь floating overlay меню, да, то есть у нас есть основной какой-то экран какого-то приложения. А, Давайте придумаем, о чем это, да, допустим, это у нас он. Кстати, а чё я парюсь? Вот давайте будем делать интересную вещь. Меня интересует, у меня несколько проектов. Вот один из них это сделать нормальный криптотрекер, да, то есть не те бесконечные прилки с торговлей, а хороший аналитический инструмент с мощной статистика квантово-математической базой, который бы давал ну, действительно ценную информацию по некоторым криптоактивам. Что происходит на рынке, какая вот в данный момент сейчас ситуация на основе больших статистических данных, на основе средних и малых. Ну, большие, я имею в виду, это какие-то многогодовые показатели, да, допустим, там, десятилетие S&P или десятилетие статистики DXY. А, Средние показатели это, допустим, 5 и там трехгодовые статистические данные по битку. А малые статистические данные это ну, там, до 2 недель, неделя и день. А, И вот на основе этой статистики можно в целом чуть-чуть получше понимать, что происходит, и принимать более взвешенные решения. Так что давайте Telegram mini app, значит, крипта, значит, event listener. Да, то есть мы говорим, что это будет у нас мини-приложение для Телеграма, значит, слушатель Binance, да, то есть имеется в виду, ну, события на Binance. То есть мы будем слушать, что нас интересует, time and sales, да, сделки, время сделки, значит, big buys, sells, так, more than, там, не знаю, больше 500 тысяч. Большие фактически произошедшие сделки, покупки, продажи более 500 тысяч. Значит, funding fee, funding fees, да, то есть мы future funding fees, то есть мы слушаем
как меняются показатели фондирования на фьючах. У нас идет что разгон, либо наоборот замедление и так далее, либо у нас ставка по фьючам стоит на одном уровне. Дальше нам надо, конечно же, слушать Форст. Значит, ликвидации. Forced liquidation. Принудительной ликвидации, да, то есть и здесь нам тоже надо что-то. Знаете, здесь такая тема, то что здесь надо слушать несколько вещей. Во-первых, слушать, значит, давайте так. Давайте. Значит, и там, и там, и в Time and Sales, и в вынужденных Forced Liquidation нам надо слушать как накопительные, кумулятивные, допустим, покупки и ликвидации в разрезе одного актива, так и кумулятивные и крупные, ну, сейчас как кумулятивку, да, то есть вот есть у нас биток, и по нему идет, допустим, 20, 30, 50 тысяч ликвидация, потом 100, потом 200, потом 600. О чем эта информация? Ну, она как бы, с одной стороны, говорит о том, что мы куда-то движемся, да, при том, что движемся против воли определенных игроков рынка. Но другой вопрос, а как это на временной шкале отличается? Как это выглядит на временной шкале? Потому что если это все происходит за, условно говоря, 3 секунды, то мы понимаем, что мы пипец летим, либо мы жестко пробиваем какой-то уровень, убирают ликвидность, убегают, и люди вылетают в трубу по фьючерсной ликвидации. Неважно, там шорты это или лонги. Если же это происходит в рамках получаса, то это, сами понимаете, да, то есть за счет того, что какой, какое количество событий, какого объема кумулятивного и на каком периоде времени можно понимать о волатильности рынка. И можно понимать, плюс, допустим, зная, ну, плюс отслеживая отсутствие или наличие сделок на каждом уровне, если сравнивать его, допустим, с каким-то средневзвешенным по объему значением, можно понять то, что, ну вот мы, допустим, давайте, где рисовать? Условно говоря, если у нас идет, где тут что? Оп. Ну да, потоньше. Вот у нас была какая-то тут что-то там туда-сюда, сюда-сюда, и потом мы начали видеть вот такую вот штуку, да? И о чем это нам говорит? То, что вот если вот здесь у нас средний
Средний, допустим, количество сделок средневзвешенное, не знаю, было там, э, условно говоря, 20 сделок, там, не знаю, в секунду. А, и, к примеру, не знаю, там не менее 1000 в минуту, к примеру. Ну, что-то такое, там, давайте 10 тысяч. То если мы вот здесь на уровне пробития, вот здесь мы раз пробили, вот здесь ликвиднули, еще где-нибудь вот тут ликвиднулись. Сейчас, вот так, тык. И здесь мы начинаем видеть вот какое-то вот такое вот, что-то тут пошло. Так вот, сейчас, тык. Как этим пользоваться, а? Как двигать эту херню? Ну ладно, не суть. Значит, то вот если мы вот на этом уровне начинаем ловить вещи в виде там одного там или там трех исполненных ордеров в секунду и не знаю там 50 за минуту, к примеру, и объемом за минуту, там и объемом, не знаю, там, допустим, там 30 тысяч за 5 минут. А здесь у нас, допустим, был объем, не знаю, там 500 тысяч за 5 минут. И при этом, если мы наблюдаем разительное падение, к примеру, on balance volume, да, то есть, ну, или же наоборот, изменения, то есть, допустим, вот здесь он у нас, к примеру, шел вот так, потом он у нас пошел вот так, а потом он вот тут начал расти. А вот эта информация, и отсутствие должного объема сделок здесь, да, то есть у нас есть divergence, к примеру, вот, у нас цена расходится с ОБВ. Давайте ОБВ подпишем. ОБВ. У нас цена расходится с ОБВ, то есть у нас рынок переобулся, переформатировался в плане того, то, что мы, по идее, должны падать, и вроде бы вот упали, а здесь пошел набор. Но набор может быть здесь, знаете, как разный. Здесь может быть набор как и в шортс, так и в лонг. Но при условии того, что у нас здесь стало меньше сделок, к примеру, мы понимаем то, что этот уровень, несмотря, кстати, знаете как, несмотря на то, что вот здесь могут быть какие-то уровни пассивной ликвидности, к примеру, стоять. У нас же на рынке есть мейкеры, да, и тейкеры. Мейкер – это кто создает рынок, это ребята, которые размещают
а, лимитные ордера, а тейкеры это те, кто непосредственно покупает в онлайне. Так вот, если у нас здесь становится меньше покупок, а здесь стоит ликвидность, пускай она небольшая, да, то есть не то, что от нее там отпрыгнуть, но она может быть небольшая, но ее никто не хочет покупать, никому не надо. А может быть так, что здесь нет ликвидности, и здесь вот как бы мы что-то просто как будто вот нет какого-то значительного объема ликвидности, от которого можно было действительно оттолкнуться, к примеру. Но сделок тоже нет. Это говорит о том, что просто нет определенной группы участников на рынке, которые хотели бы, чтобы мы шли вниз. Это мы не берем в расчет истории с испугом по ликвидности, да, то есть когда появляется огромный, к примеру, ордер, ну, на гигантскую сумму, там, не знаю, там на 3 миллиона, на 5, на 10, на 20 миллионов, от которого происходит условный испуг, да, рынка. И, и при этом он сразу исчезает. Вот, мы об этом не говорим, мы говорим то, что вот, ну, вот рынок вот такой вот, и вот у нас пошло. Что нам для этого надо? Вот нам надо знать time and sales, нам надо знать ликвидейшены, да, давайте, liquidations, да, и вот у нас time and sales, liquidations, ну, там он balance volume, окей. Значит, давайте так и запишем, опишем. Значит, нам надо что? Значит, time and sales, значит, relations. Давайте big time and sale, значит, asset, да, к примеру, BTC, DT, тык. Big Buy Sales больше 500 тысяч долларов, да, Liquidation, это то же самое. One min, 5 min, 15 min, 7 min. Больше не надо, да? И то же самое здесь. И нам еще надо шансы, которые тоже больше 500. Давайте чарт. USDT. Давайте вот так вот тык. Сделаем здесь
chart, значит, и content блок. Ну вот, что-то мы сделали. Значит, возвращаемся к нашему. Вот мы отрисовали что-то, да? Типа, что делать дальше? Как поступать? А поступать нам надо следующим образом. У нас есть несколько вариков. У нас есть несколько вариантов, что мы и куда нам стоит пойти посмотреть. Значит, мы берем наше приложение, да? Значит, используем чудесный инструмент под названием ножницы. Раз. И идем, допустим, к Клоду, придем что к бесплатному. Давайте даже попроще. Нам нужно написать промпт, а мы не знаем, что писать. Вот. И тогда мы идем в Anthropic консоль. Это тоже, ну, это основная консоль создателей Клода. И здесь есть замечательная тема в виде Generate Prompt. Жмем ее, и нам надо описать задание. У меня есть главный экран. Telegram мини-приложение. Мини-приложение слушателя Binance для BTC USDT пары. Я хочу полный скрипт, чтобы AI смог создать это приложение. Все, жмем генерация. И получаем какой-то скрипт. Скрипт. Значит, давайте мы проще поступим. Я даже не буду особо смотреть, что он написал. Это у нас одна история, да? У нас есть история со скриптом здесь. При этом мы можем поступить немножко по-другому. Мы можем пойти в Google AI Studio. То есть, если мы... У нас вообще как получается? Мы сделали какой-то, ну, совсем базовый, этот скрин, без особой информации, без логики, без понимания целевой аудитории и без вообще какого-то, так скажем, value provided, кому он нужен, хер поймешь. Не знаю. Соответственно, мы можем пойти в Google AI Studio. Эта тема бесплатная. Очень классная. Советую. Просто бомба. Значит, здесь мы что берем? Оставляем температурную единицу. Ну, хотя давайте нет. Давайте вот снизим этот градус безумия. Чуть поменьше 0,45 сделаем. Поставим граундинг. Да? Что такое граундинг? Это значит то, что модель будет заземляться через самопроверку в Google поиске. То есть она сходит в Google поиск и попробует понять, не нанесла ли она ахинею. Вот. И самый прикол этой темы
то, что вот мы сюда берем, вставляем наше приложение, а вот здесь у нас есть, ну, то есть наш экран, а здесь у нас есть кнопочка плюсик, и мы можем записать аудио. Я только не знаю разрешить. Сейчас попробуем. Привет, 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 привет. Сейчас я послушаю. Записывается ли звук, потому что у меня микрофон используется. О, нормально. Супер. Это говорит нам о чем? О том, что можно особо здесь не долбиться в руку, а можно наговорить словами. Сейчас будет супер урок английского языка, поэтому особо впечатлительных попрошу отойти от экрана. Hi, I have a main screen for Telegram mini app uh, that should provide Binance event listener service for user. The main idea is that that app listen several data from Binance WebSocket. First is time and sales, and in time and sales, it should calculate cumulative volume and quantity of orders and amounts in a certain period of times, and also identify big transactions, big buys or big sells from time and sales. Second type of data is Binance futures forced liquidations with the same logic. Cumulative amount and quantity, and spotting big forced liquidations. And the third information is that's it. And also it should contain chart and all app should be focusing on only one particular crypto pair, BTC USDT. We can avoid using spot, so we just can use simply BTC USDT perpetual contract. I want you to carefully read all the task, check attached image, self-reflect on task, and give me your response in the form of what attached image already contained, what could be improved, and what missed. So I mean what we should mostly as a must and less than rather than nice to have, what we should add to provide maximum possible value despite that this is just an MVP or pre-alpha version of an app. So I want you to respond with the whole step-by-step guide what and how we should do to create that app. Я надеюсь, он сообразит. И, конечно же, единственное, что я забыл, единственное,
Нам надо еще кое-что сказать. In the first part, as a first block of your response, respond with what I told in attached audios, word by word. Ай, бля, он не хочет. Не хочет, не хочет. Окей, сейчас сделаем по-другому. А почему undefined? Ну, здорово. Сейчас, секунду, значит... Respond, extract. Text from... Ну, давайте попробуем вот так сделать. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы ничего не слетело. При этом смотрим. Смотрите, мы что-то тут наговорили. Зачем? Ну, нормально. Нормально, нормально, нормально. Вот он мне выдал то, что... Хоп. То, что я наговорил. И дальше он пошел рассказывать, что надо делать, как надо делать. 5, 10, 25. Мы получили какой-то объем текста. Nice to have for future improvements. Так. Вот он уже пошел. Error handling окей, performance consideration окей, real-time data updates. ТТТ, user. What's missing? Alert. Тик, step by step. Так, mini-app, parse data, WebSocket connection, UI development. Все здорово, да? Но что мы забыли, да? Что мы забыли? Он здесь ничего не пишет про UI, да, а нам надо хочется увидеть что-то интересненькое. Как поступить? Что мы делаем? Мы берем вот этот вот текст, раз, наговоренный, заговоренный, идем вот сюда, bold.new, и что мы делаем? Мы берем, вставляем текст, раз, и берем вот эту штучку, опа, и вот так, ай-яй-яй, секунду, все, и нажимаем заветную кнопочку Submit. А теперь сейчас посмотрим, что нам сделает Bolt. Чем удобен Bolt, то что тебе совершенно не надо в рамках вот, базовой простой истории первого прототипа напотыкать, тебе не надо вдаваться в подробности, что здесь делается, вот что за код пишется, неважно, потому что вот видите, вот единственное, вот potential problem detected, attempt fix, окей, сейчас сделаем, сейчас он дорисует, и мы тыкнем эту кнопочку, все, нам больше ничего особо не нужно делать, ждем, что-то он рисует, при том, что заметьте, мы сейчас находимся в бесплатной версии, и все это происходит бесплатно. Это не платный этот самый. Оп, чиним две проблемы. Это не платный аккаунт, поэтому довольно-таки все демократично. Ждем. Пока он рисует, давайте-ка мы воспользуемся
Qwen Artifacts. Давайте-ка мы вот сюда же загрузим эту же историю. То есть зафиксируем. Google Studio предложила лезть, так, Chart Integration, Time and Sales Display. Ну вот, кстати, неплохо. Вот он предложил все-таки немножко по UI, но больше полез, конечно, в техническую точку истории, что нас пока не сильно интересует, хотя у нас уже, по сути, есть некий задел на будущее, при том, что мы об этом даже не думали и не это. Давайте попробуем через Qwen, да, это Qwen 2.5 Max, это буквально вышло сегодня или там вчера, буквально на днях. Что мы сюда делаем? Мы берем бесплатный Qwen, зашли, да, зарегались, тут ничего сложного, положили наш скрин нашей приложухи. Вот он. И наше описание. И теперь мы жмем заветную кнопочку Send Message. Видите, в чем проблема? Qwen 2.5 Max, он ничего не может сделать с картинками. И это плохо. Давайте попробуем плюс. Такая же тема. То есть, на самом деле, как бы, что делать? Придется идти куда? Давайте вот сюда. О, все, отлично. Но не факт. Давайте посмотрим, что он тут будет делать. И далее, у нас еще есть одна история, но здесь без картинки ничего не придумаешь. Поэтому у нас есть еще одна история. Это от Vercel, view.dev, тоже на при аккаунте. Что мы делаем? Да мы делаем ровно то же самое. Берем и грузим то, что у нас есть. Просто сравним, кто нам что выдаст поинтереснее с первого раза. Вот с первого раза, кто нам даст красоту. И давайте-ка, кстати, чтобы было тоже... у нас же есть Canvas, да? Давайте-ка ради прикола загрузим эту инфу куда? Правильно, в чат GPT. Базовый, бесплатный. Я даже не знаю, что там за модель. Первый попавшийся. Включили Canvas, да, холст, ну, те же самые артефакты. И давайте посмотрим, что будет происходить. Ну и давайте, раз уж на то пошло, сделаем здесь то же самое в Клоде. Да, то есть мы на самом деле сегодня тестируем все модели. Поехали. Кто нам что натворил? Этот делает. Болт. Болт, болт, болт. Еще ошибки. Ждем. Еще ошибки ждем. Напомню, у нас сейчас задача очень простая. Нам надо получить первый прототип дизайна без дизайнера, без кодера, без вообще кого-либо напотыкать. Да? Что значит напотыкать? Это значит, это не какая-то вонючая сраная картинка, это должен быть живой прототип без интеграции, без всего, но где мы можем хотя бы что-то покликать ради приличия. Ждем, 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 ждем. Так, что у нас с Vercel? Ой, а я тут что, не нажал кнопку? Ай-яй-яй. Пам-пам-пам. Так, здесь окей. Сейчас посмотрим.
Я сейчас чату GPT говорю, чтобы он мне, блин, сделал это приложение. Но пока он что-то не хочет. Сейчас посмотрим. Он начал рисовать. Отлично. Что с Клодом? Что с Клодом? Что с Клодом? Что с Клодом? С Клодом мы поступаем. Я немножко неправильно писал промпт, потому что он про то, что делать, в плане того, как именно делать. Сейчас посмотрим. Вот они начали рисовать. Он мне тут веб-сокеты делает, хотя я его прошу сделать мне в первую очередь UI. Так, ну видите, Клод уже нам что-то нарисовал. А, да, вот у нас есть trades, big trades, liquidations, бла-бла-бла. Неплохо, неплохо. Теперь давайте мы пишем. Вот. Так, очень хорошо, окей. Теперь улучшим UI, UX with modern feeling design. Да, то есть мы говорим о чем? Мы говорим то, что да, хорошо, окей, теперь улучши UI UX с новым модным молодежным дизайном. Очень простая фраза. Посмотрим, что сделает. Давайте посмотрим здесь, что здесь. DUI, туда-сюда. А где UI? А где Canvas, кстати? Здорово. Это, видимо, не здесь, что ли? Совместно написание текста с кодированием. И чего? Давайте. Окей. Run it. Не хочу никуда ничего грузить. Я не знаю, Я первый раз, кстати, вот в чате GPT нативно что-то пытаюсь сделать. О, все понятно. Жопа. Так, тут что? Смотрите. Они поставили error handling в бесплатном клоде. Очень здорово, очень здорово. Так, пока он рисует, пойдемте сюда. Ну, вот Квен, окей, что-то сделал, но сделал полную херню. Хотя, смотрите, там что-то считается. Давайте вот так вот. User profile. Как видите, Квен очень прямолинейен. Вот ты ему что сказал, он тебе то и сделал. Почему? Потому что это 72 миллиардная модель, и тут есть, конечно, свои моменты. Давайте попробуем, что Квен умеет в дизайн. Сейчас посмотрим. Bold new. Ай-яй-яй, ошибки, ошибки, ошибки. Ждем, ждем, ждем. Так, и
и здесь ошибки. Хотя вроде бы ничего сверхъестественного, никакой сверхъестественной информации я им не дал. Им, конечно, что-то тяжко. Им пока тяжко. Хотя Клод, заметьте, Клод уже справился. И в этом, конечно, есть прикол. Так, ну с чатом GPT мы заканчиваем, потому что то ли у них этот canvas или артефакты где-то, то ли я... То ли я не так понимать, как это все запускается. Обзор кода. Не, что-то я не знаю. Ладно. Клод. Клод что-то нам нарисовал. М, Ну, неплохо. Давайте мы его вернем немножко. Так, давайте мы говорим окей, но чекни первичное задание. И мы берем первичное задание. Чекни первичное задание на пропущенные моменты. И также добавь больше мокдаты. Мокдаты, ну это имеется в виду а, какая-то статистика, какая-то информация, чтобы мы могли увидеть побольше интересных вещей. Посмотрим, что он сделает. Так, что у нас здесь? Ну, что-то какая-то печальная тема, на самом-то деле. Крайне. Что я говорю? Я говорю, слушай, это выглядит ужасно. Сделай это все all in dark mode, да, то есть сделай это все в темном стиле и используй более там модерновый дизайн. Тебе не надо строго следовать, значит, initial, первоначальному low-fi прототипу, да, то есть low fidelity, низкокачественному, низко э, прототипу низкого разрешения. Да? Давайте посмотрим, что он сделает на этот раз. Так, болт. Положил ли болт на нас болт? Это все в проблемах сидит. Ладно, ждем. Квен что-то творит. Тоже ждем. Тоже ждем, тоже ждем. Да почему у тебя столько проблем? Нет, мне кажется, болт, кстати, вот ничего не сделает сегодня, потому что там 200 тысяч бесплатных токенов, и нам их просто тупо не хватит. Скорее всего, мы даже не запустим.
Не. А, вау, вау, ой-ой-ой, ну тут какая-то вообще печаль, да, печаль. Я говорю, слушай, хорошо, конечно, но ты потерял много инфы, там, чарты и так далее. Посмотри еще раз на изначальный рисунок. А, Добавь, что потеряно. Сейчас. And да, то есть идентифицируй и добавь, что потеряно, но оставь свой дизайн, потому что он хороший. Вот как бы так. Смотрим. Что с Квеном? Квен, м, Квен это Квен, потому что вот такая модель, она, к сожалению, ничего хорошего сделать не может. Видите, это Квен. Мы не используем DeepSeek, потому что в DeepSeek надо искать артефакты, а их сейчас в нативном чате, насколько я помню, их нет. Ну да ладно, Болт. Так, Болт, Болт, Болт. Нет, что-то с болтом, конечно, болт полный. Полный болт с болтом. У нас остается еще один вариант. Сейчас давайте мы домучаемся вот с этой темой, и я вам его покажу. Окончательно поймем, кто что нам смог предоставить. Ну все. Все. По клоду мы вылетели в трубу. Итого, что мы получили? Ну вот, условно говоря, если это и вот это, то уже красиво, да? То есть на самом-то деле надо просто эту тему объединить. И вот эти блоки добавить в рамках вот сюда, да, то есть там, допустим, трейдс, тын-тын-тын-тын-тын, 1 минута 5-15 час и liquidations. И в принципе у нас уже есть, по большому счету, приложение. Нам, по сути, не хватило 2-3 сообщений, чтобы бесплатно получить сообщение. Окей, 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 окей. Давайте посмотрим, что с болтом. Нет, он не может. Так, из chart, тык-тык-тык, div main. Давайте мы ему говорим, просто поставь placeholder вместо чарта. Только что показал, вы видели? Это только что он показал, блин, какую-то готовую. Нет, смотрите, все. Что такое? Куда ты деваешься? Он сделал, да, он, видите, он все-таки сделал нормальную тему, но потом она куда-то отлетает. Почему?
И зачем? Clear. Так, in the chart, так, где? Короче, где-то у нас хрень какая-то. Ну, не суть, видите, у нас тоже в целом есть нормально, кстати, лучше всего нарисованная тема. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Bolt использует Клода, да, с настройками. А теперь давайте попробуем сделать все то же самое немножко в другом месте. Это GitHub, это GitHub Codespaces, и Codespace это тема с использованием VS кода в браузере. Тема отличная, тема имеет бесплатный период в виде хитрых 180 часов бесплатных, но на самом деле есть знаменатель для этих часов в размере количества ядер виртуальной машины. А так как виртуальные машины стартуют от 2 ядер здесь, получается, что нам 180 надо делить. Подождите, не 180, 120, бесплатно 120. Нам надо делить на 2. Соответственно, это 60 часов. То есть у вас будет 60 часов в месяц, двухъядерки с 8 гигами и оперативой 32 гига жесткого диска. Этого более чем на самом-то деле достаточно. Есть еще четырехъядерный процесс с 16 гигами, но это, соответственно, надо делить уже на 4, а это уже 30 часов, а 30 часов это, честно говоря, маловато. 60 часов нормально. Есть платная версия, там дают 180 часов, плюс возможность pay as you go. Ну, если ты вышел за квоту, то можно оплатить. Я себе взял ее, потому что 4 бакса в месяц это не о том разговор. И с учетом того, что получается, когда ты это берешь, у тебя твой VS код, он всегда с тобой на любом компе, любую конфигурацию. Тебе не надо долбиться, переживать, что там что-то не хватит оперативы. Ты можешь запускать хоть на нетбуке все это дело и нормально какие-то вещи, давайте так, 80% закрывать. Вот, потому что сколько я не пытался устанавливать VS Code на компьютер, я не разраб, и меня не интересуют многие вещи, на которые люди там заморачиваются. Мне вообще плевать. Да? Мне надо, чтобы эта штука работала так, чтобы не отвлекала меня. Да? Моя задача получать те моменты, да, которые я от них жду, а не устанавливать каждый раз VS Code, обновлять его ради обновления. Поэтому что мы делаем? Мы берем вот эту тему, чпэк, открываем CodeSpace. Да, сейчас надо подождать, пока он загрузится. Пока он загрузится. Пока ждем. Это занимает определенный
промежуток времени, но это не страшно. Кстати, я давно не заходил, знаете, куда? В Workbench. Не смотрел, а не появилось ли здесь что-нибудь новенького. Может быть, они что-то добавили. Потому что как только они сюда добавят артефакты, это будет, конечно, чудо чудное. Но, с другой стороны, ладно, сейчас мы порешаем. Так, что... О, смотрите, я совсем забыл. V-Point V0 Dev. V0 Dev нам кое-что нарисовал. Это здорово. Давайте мы пойдем вот сюда. И заберем вот эту тему. Поставим сюда вот так. И вот так. Смотрите, у нас есть сейчас мы его очень нагрузим, раз он такой умный. Так, вот так. И вот так. Опа. Так. Agent Design, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Заметьте, вот эта тема работает. Он даже что-то показывает. Это здорово. Это очень круто. Давайте вот так сделаем. Да, я говорю то, что также расположи trades и liquidations вертикально, чтобы мы ушли от повышенного перескакивания с таба на таб, потому что эта информация должна, мы ее должны видеть одновременно. Да, потому что юзер должен видеть инфу одновременно. Давайте чпэк. Посмотрим, что он сделает. Так, где мы, что мы? Ну, вот Квен ничего особо не смог предложить. Ничего интересного. Давайте посмотрим, что у нас. Пока ждем. Сейчас у нас все загрузится. Сейчас загрузим, посмотрим, как это будет выглядеть.
Так, сейчас у нас все тут установится. Ну нормально все. Сейчас перезагрузим и будем глядеть. Скрестим пальчики. Но нет, что-то как-то... Я говорю, слушай, ну, чекни, что ты сделал. We have, а, у нас ну, проблемы с цветом и информацией, и твой предыдущий ответ был лучше с технической стороны. Аккуратно порефлексируй, посаморефлексируй над заданием и поправь все ошибки. Ну, посмотрим, что сейчас он сделает. Так, поехали. Так, bold.new у нас ничего не произошло. Так, вот мы получили, да, историю. Смотрите, что мы делаем теперь. Что мы делаем теперь? Раз. Что долго грузится, долго грузится, долго грузится. Так, это дан. Значит, мы что сделали? Мы запустили виртуальный VS Code. У меня здесь уже предустановлен клиент. Но это ничего сложного. Вы просто заходите в расширение и вот скачиваете первого товарища, клиента. Их тут великое множество, но я пользуюсь оригинальным, потому. Здесь мы что делаем? Мы выбираем все темы. Да, сейчас единственный момент. Три, два, пять. Да, все нормально. Нам надо выбрать здесь все галочки. Почему? Потому что, ну, чтобы он автоматом все это делал. Ставим максимальное количество реквестов 10, это чтобы дать им возможность что-то делать, но и не сильно улетать в галлюцинацию. И самое главное, вот у них с версии 3.2, которая вот она выпустилась, да, появилась вот эта тема, видите, Add Plan Act Mode. Это позволяет, то есть раньше клиент действовал, AI-агент, у него была функция только Act. Ты ему даешь задание, и он пошел его делать. Попутно рассуждая, он попутно такой, так, мне это, мне то. Они теперь добавили, ну, видимо, просто еще одного шаг поставили. Есть план мод, да, то есть мы в план моде что делаем? Да, собственно говоря, то, что мы и делали. Мы берем нашу вот эту вот историю изначальную, вставляем сюда, здесь берем это,
Вставляем сюда. Вот здесь единственное вот это уберем. Фразу дурацкую. Она у нас значила то, что напиши мне, как сделать это приложение. Нам это не надо, нам надо, чтобы он сразу его делал. И давайте смотреть, что будет происходить. Давайте вот так сделаем, чтобы получше было. Да, он пошел анализировать, смотреть это то, пятое, десятое, что можно улучшить и так далее. Вот он нам в Plan моде расписал, что хватает, что не хватает. И так, его видение, да, то есть он как бы предложил, что сделать. Окей. Давайте мы ему сразу предложим одну историю, чтобы потом ее не писать. Не писать, не писать, не писать. Или где это у нас было? Что такое? Где так? Что? Почему runtime error? Так, Виот уже сдох. Ну, давайте попробуем. Попробуем починить. Значит, тык-тык-тык, тык. Also add enhanced. Appealing TTT, design, also add mock data. А вот это мы стираем, да? То есть мы просто говорим сразу, чтобы он добавил больше placeholder data и сразу рисовал типа красиво. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Сейчас мы уже платим, да, за каждый запрос. Вот видите, у нас там почти 7 центов списалось. Что он нам предлагает? Let me create a communication DTT. Вот он нам накидал уже структуру проекта. Да? Чё, куда, зачем, почему, туда-сюда, пятое, десятое. Core Technologies, WebSocket, Data Processing, UI Components, Mock Data Structure, т.д., 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 т.д. Так, значит, окей. UI. Я ему говорю, сфокусируйся на создании UI UX и
оставь все интеграции для следующего релиза, да, я хочу увидеть, как это может выглядеть. Мы жмем Submit. э, Он пишет какие-то параметры, да, пишет какие-то параметры. Вы, если увидите, что у меня как-то странно двигаются глаза, не пугайтесь. Это не происки рептилоидов, это NVIDIA Broadcast с бета-версии iContact. Пробуем, смотрим. Так, ну смотрите, он что-то написал, и теперь самое главное, мы теперь жмем просто кнопочку Act. Да? Окей. Ой, не, ничего не надо нажимать, не надо ничего писать, мы просто нажали Act. Мы потратили 12, ну там 13-14 центов. Так, что такое создание? Он хочет создать, давайте, он создает. Он сейчас создает директории для нашего приложения. Так, давайте-ка мы вспомним, не забыли ли мы чего. Что у нас с VODev? О, смотрите, vo.dev на самом деле а, меня знаете, что смущает? А, Есть такое подозрение. Сейчас, давайте смотреть. Сейчас просто посмотрим цену. Такая же цена или что вообще происходит? Да, 101 846. 101, да. Вы представляете, что он сделал? Блин. Он сделал то, чего я даже мечтать не мог. По большому счету, он веб-сокет использовал. То есть я-то думал, что мы поставим какие-то плейсхолдеры, еще что-то, еще что-то. А, однако, мы видим 1000. Какая-то информация. Единственное, что у нас вот здесь 6.45, 6.42. 5 minutes. Есть какие-то у нас точно правильно двигается график, то есть график реальный. График реальный, и он идет. А, так, окей. Время. Смотрите. Да, он обновляется, пипец. Вот, activity.
and liquidations. Special liquidations. Так. They are empty. Okay. Trades and значит, типа, давайте там 50. Так, давайте так, тык, это раз, больше 100 и больше 500. Так, also. Current one min, 5 min, one or. Так, да, и что нам еще надо? And check. Значит, data. Trading and start, значит, хотя не, ничего я говорю. Все, вот так. Что мы говорим? Я говорю, так, окей, очень хорошо, давай проверь все коннекшены для Recent Activity и Liquidation, и специально для ликвидации. Liquidation, да. Liquidation is empty. If it и особенно ликвидацию. Если это потому, что у нас выставлен большой фильтр, больше 500 тысяч долларов, добавь как для трейдс, так и для ликвидации тапсы, above them, не тапсы, давайте tags, добавить теги
над ними больше 500, больше 100 тысяч больше 500 тысяч, чтобы вручную выбирать размер фильтра. А также добавь таймфреймы, да, то есть временной диапазон для чарта. Current, это вот этот вот онлайн, да, 1 минута, 5 минут, 15, час. Сейчас, to manually desired time frame. Давайте вот тогда, я пока не знаю, сколько у меня осталось сообщений, но попробуем это уместить в одно. Also add, значит, site в. There's with there's да and chart. Сейчас я расскажу, что я делаю. Значит, я говорю, я говорю то, что ликвидации так, добавить таймфрейм, чтобы можно было вручную выбирать ну, необходимое, да, и также проверить кумулятивную, значит, дату накопительного итога. Мы должны иметь два блока, один для трейдинг волюма, да, и второй для ликвидации. Также добавь RSI и OBV индикаторы с их схождением и расхождением между ними и чартом. И если у нас есть чистое схождение или расхождение, значит добавь ну, соответствующий этому, не знаю какой, сигнал на график. Пум-пум-пум. Давайте посмотрим, что будет происходить. Хопа. Так, окей, пойдемте. Что у нас здесь? Здесь у нас что-то происходит. Здесь у нас что-то происходит. Клиент что-то делает. 25 центов съел. Посмотрим, что... Да ничего особенного, честно говоря, он еще не сделал, да? То есть он пока что-то вот пишет Global Styles. Пока ничего интересного. Ждем. Очень сильно меня V-Zero Dev удивил сегодня. Ну, вы сами могли видеть то, что AI действительно превзошел ожидания. Это, блин, круто. Потому что я еще раз повторюсь, я думал то, что WebSocket
мы будем страдать и крутить только, хотя он, блин, легко крутится, но тем не менее, я был уверен, что мы его будем страдать и крутить только на втором этапе, первым делом, хотя бы получив хоть какой-то UI. UI мы получили половинчатый на чистом клоде, без обертки, и получили его на Visual Я не знаю, на чем Visual какой язык он использует. Скорее всего, Клод. Скорее всего, Клод, потому что больше использовать нечего. Мы получили убогий дизайн на Квене. Да и все. Больше никто ничего не сделал. Болт сдох. Причем конкретно. Есть еще Lovable, но Lovable я его уже израсходовал бесплатный. И там цена какая-то, ну, совершенно запредельная и бессмысленная. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Посмотрим. Так, Bottle has the окей, давай. Show RSI. Так, show UBV. Грязная, окей. Но это мой косяк, потому что я не так ликвидейшенов не видим. Странно. Давайте посмотрим, почему мы не видим ликвидейшенов. Хотя, по идее, они должны быть. Сейчас посмотрим. Слушайте, ну реально пока по битку действительно ликвидации особо и не было. Но сейчас у нас, не забываем, да, 16:37 у нас проснулась Америка. И сейчас может что-то быть. Сейчас посмотрим. Давайте пока посмотрим. Вот у нас 1 минута, 5 минут. Нет. Видите, он поставил, но не работает. У нас хорошо идут. Оп. Сейчас посмотрим. Сотка. Чек, значит, единственное, знаете, что может быть получаться так. Хотя нет, да. Don't work. Значит, move RSI and below chart. Below main chart and что нам надо еще? Знаете, давайте-ка мы добавим, значит,
Раз такое пошло дело, сейчас, где же это у меня было? Сейчас, давайте вот так вот сделаем. Вот так, и вот тут сделаем вот так. I want you to think about following logic. I want to, by evaluating time and sales from Binance WebSocket, I want to get um, some evaluation as of, we should subtract sales from buys. So let me explain. We have time and sales as a tape mm, tape recording, and I want to sum all buys and all sales for a particular cumulative time range for 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, and 1 hour. And in each time frame, I want to subtract sales from buys. So I want to see a clear picture. Do we have an oversold or overbought state for a particular time range? I want you to first extract audio, extract text from this audio as a first block, and the second block I want you to self-reflect on what I said and respond with enhance response. Такая вот тема, ребята. Давайте посмотрим. Сейчас. Тын-тын-тын-тын-тын. В чем прикол Google AI студии? Как видите, здесь 1 миллион токенов. Токен это от 2 до 4 керактеров, то есть от 2 до 4 знаков. То есть это как минимум 2 миллиона букв. Ну, давайте так, 2 миллиона знаков в контексте, да, то есть это с пробелами, со всеми фигнями, ну и так далее. И это доступно, я не помню, то ли это в каждом запросе, то ли это в день. На самом деле даже для дня это огромный объем, потому что его выбрать действительно тяжело, если вы как бы правильно все делаете и думаете, а не просто засираете AI какой-то фигней, то этого объема хватает за глаза. Реально, без шуток. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Мгм, 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 мгм. Ну, давайте попробуем вот так вот сделать. Сейчас посмотрим, значит, Logic. Тык. Давайте вот так вот сделаем. Logic, Logic, Logic. Тык-тык. Пам.
Вставляем вот эту тему. Ну, давайте, да, вот так, все, нормально. Сейчас посмотрим. Запорит, значит, попробуем вернуться на предыдущий шаг. Ну, уже, заметьте, на бесплатной версии мы получили отличную историю. Так, BTC ликвидации пока нет. Пока нет. И, ну, больше, видимо, 50. Пока нет, да. Давайте пробуем. Что у нас здесь? Что у нас здесь? У нас уже здесь $0,5 практически. Но пока ничего интересного не произошло. Пока ждем. Пока ждем. Смотрим. Этот тоже пишет. Пока ожидаем. Вернемся, где мы с вами были, да, что мы получаем. То есть мы сделали какой-то прототип, совершенно вот какой-то непонятный. Скормили его, во-первых, скормили промпт-реквест AI, типа, что нам надо сделать. Это значит, у меня блок, если ты сам хочешь что-то делать, это надо там немножко потрахаться с дизайном. Есть другие немножко темы, можно описать и написать, что мы хотим увидеть, да, то есть, допустим, знаете, как пум-пум-пум-пум-пум, сейчас покажу. Нет, не покажу. Не покажу, надо заходить. Заходить не хочу. Короче, можно сгенерировать картинки. Кстати, сгенерировать картинки. Давайте сгенерируем картинки. У нас говорят, что Qwen генерирует картинки. Ну, давайте вот максималку Image Generation. И давайте попробуем. Кидаем эту тему сюда. Кстати, мы знаете, конечно, что можем сделать? Мы можем не только здесь бесплатно сделать картиночку, но мы можем сделать картиночку и, кстати, вот здесь. Давайте вот так. Проверим. Сейчас посмотрим. Сравним. Так, Qwen сделал нам первую, ну какую-то картинку. Окей, так.
Почему? Ты же мог. Кто-то ведь... А, подождите, вот. А, нет. Очень странно. Ладно. Где-то я слышал, что Gemini тоже а, генерит картинки. Ну да ладно. Так, ну вот. Да, вот у нас есть. Download, да. Смотрим. М, Так, ну, 16:50. А, ну смотрите. Нет, не работает. RSI тоже. Ну, какой, знаете, какой запрос, такой ответ. В целом, трейдинг. Так, net volume. Where. А, вот net volume. О, нормальная тема, посмотрите. Мы получили net volume, вот. Ну, давайте тогда, блин. Сейчас я его убью. Order. And, что я говорю? Я говорю, что добавь. м, Добавь order book orders overlay delta. Имеется в виду то, что перекрытие лимитными офферами, перекос в какую сторону происходит. И добавь как тепловую карту ликвидности, ордера, визуализирую их на графике, плюс-минус 3 процента from, ну, от текущей цены. Давайте and add
Посмотрим, справится ли он с этим. Потому что в целом мы получаем очень прикольную историю. Так, у нас так пока и ликвидации нет. Сейчас посмотрим. Давайте-ка посмотрим. Да, у нас сейчас идет прямо ликвидации. Сейчас. Давайте так. Так, ну все, add number of trades. Так.
Так, и так, то, так, ему напихал, конечно, сейчас он, мне кажется, вообще может загнуться. Ну да ладно, я говорю то, что добавь вот то, что мы говорили про визуализацию хитмапа, ну, тепловой карты, но это, блин, сейчас будет, конечно, прикол. Плюс добавить под каждую цифру количество сделок, то есть вот, overall всего купили, продали и дельту, как вертикальная колонна, как столбец на главный чарт. Значит, добавить и в кумулятивный трейдинг волюм вот сюда и в ликвидацию, значит, среднее количество сейчас. Trades. Среднее количество сделок для каждого временного периода. И если мы получаем с расчетом за последние 20 временных периодов или ну сколько есть. И если мы получаем увеличение больше, чем на 20%, добавить нотификацию о том, что у нас либо aggressive traders time, то есть время агрессивных трейдеров, да, то есть у нас много сделок пошло, значит, и liquidation time, то есть тогда, когда у нас дофига идет ликвидации. Да, так, ликвидации. Так, пум-пум-пум.
Так. Ох, сейчас посмотрим. Короче, я тут ему добавлял, я не знаю, мне кажется, это его убьет. Так, я совсем забыл, что у нас здесь. Здесь у нас 53 цента и пока ничего. Он все что-то там пытается... все понятно, мы еще и вылетели вообще, здорово. Это печально, потому что вполне возможно, что нам придется начинать с самого начала. Фишка в том, то, что если рабочее место не активно более 15 минут, оно закрывается. Ну, то есть оно ставится на паузу. Это сделано для того, чтобы не потерять все 60 часов просто так и впустую. Пам-пам-пам, парам-пам-пам. Смотрим. Что-то пишет. И что у нас, да? Вот как раз я здесь писал то, что мы идем после того, как получили картинку, либо нарисовали лоу-фай прототип и поняли, что мы хотим, мы идем в, собственно говоря, все известные нам истории и стараемся получить что-то похожее на то, что мы хотим. Зачем мы делали в Куэне, где Куэн, где Куэн, 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 Куэн? Зачем мы делали в Куэне вот эту вот штуку? Потому что, по большому счету, если сейчас у нас еще останется хоть немножко здесь... О, видите, you have to message remaining today. У нас осталось всего два бесплатных сообщения в v0.dev. Но это неплохо, потому что на самом деле мы сделали огромную работу. И что надо сделать? Надо взять, скачать вот эту тему, да, мы ее скачали, и потом добавить видите, attach images or Figma files. Мы добавляем и говорим copy that UI UX design from attached image, да, то есть мы говорим то, что скопируй UI UX дизайн с приложенного изображения. И он его вполне себе эффективно заберет. Но сейчас посмотрим, как это будет происходить и хватит ли нам сейчас двух сообщений для всех наших дел, потому что я уверен, что сейчас могут быть ошибки. Могут быть ошибки. Самый главный прикол в чем? Вот прикол в том, что, во-первых, тут есть деплой, то есть можно сразу задеплоить свою приложуху, одну кнопку, вообще не знаю, что это такое и так далее. Просто получить ссылку в интернете, на которую могут уже все заходить, смотреть, тыкать и так далее. А второй момент, то, что мы можем, видите, share, ну тут должен быть где-то вот, короче, download. Он же делает проект, если мы посмотрим код, это полноценный проект. Мы этот проект можем скачать, да, и потом, если нам надо прям сегодня его дальше делать, закинуть его в CodeSpace. Давайте продолжим, что у нас тут. Что у нас тут интересного? Resume. Конечно, вы заходи, выходи. So what?
посмотрим. Значит, так, runtime error. Ну, окей, да, бывает. Покажи мне, что is not a function. Блин, это... Ошибок может быть больше, чем одна. Но тем не менее, по сути, завтра можно будет это дело добить и получить, возможно, готовое, блин, приложение. Оно без каких-то изысков, по большому счету. Но оно вполне себе несет некое value, которого очень часто не хватает и не существует. Смотрим. Тэн-тэн-тэн. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. А почему ты... Давайте мы сделаем так. Мы сегодня его добьем. Через CodeSpace мы его добьем. Давайте вот так. Даже если оно сейчас не запустится, вот у нас последнее предложение, последнее месседж, да, сообщение. Но сейчас попробуем что-то с ним сотворить. Пам-пам-пам. Так, здесь что? О, ай, ё-моё. Паблиш, что GitHub? Что с тобой не так? Ну, тык. Окей. Нормально. А, Здесь что-нибудь у нас хорошее произошло. Пока пишет. Пока пишет. Ну, вау, а почему disconnected-то, блин? What the fuck? А, это странно. Окей. Что мы получили? Давайте проверим. Price chart. Тык-тык-тык. Из маркер дата. Окей, значит, что мы делаем? Мы берем share, node. Где скачать весь нафиг этот... сейчас. Код. Can I download all? Ну-ка. Нет. А вот так. Где это? To Codebase. Вот, вот, да. Жмем это to Codebase, и вот он download zip. Жмем download zip. Да.
Сейчас посмотрим, что здесь будет происходить и что-нибудь он вообще сделает или нет. Потому что мы здесь потратили 0,73 бакса. А зачем? Ну, там 74 цента. А зачем, пока непонятно совершенно. Вообще. Пока пишет. Но уже сегодня можно сказать, что у нас есть абсолютный победитель в виде V0.dev, который полностью, ну давайте так, превзошел ожидания и в процессе улучшайзинга, в процессе развития приложения, пускай даже вот на таком на базовом этапе, он вполне себе справлялся. То есть он делал то, что ему сказали, без фантазии, без какой-то дикой ерунды. И показывал стабильно, нам показывал хорошую отдачу. Это огромный, огромный успех на самом-то деле. В отличие от всех остальных товарищей, что печально. Так, ну что, продолжаем. Продолжаем темы. У нас закончилось бабло на антрофике. Надо туда сейчас докинуть, сейчас пару минут. Сейчас докинем. М, м. Так, тема чуть похуже, потому что нам надо пополнить. А пополнить мы можем только криптостейблами карточку. Для этого надо сделать несколько операций непонятных.
Так, так, похоже, мне надо будет воспользоваться обменником. Пум-пум-пум. Ну ничего, сейчас что-нибудь замутим. В конце концов, пум-пум-пум.
Так, ну чего? Оплатили, проплатили. Давайте продолжим. Попробуем добить эту историю с тем, что он мне предлагает, но помним, что у нас на vZero.dev кое-что есть. И, скорее всего, сейчас он пострадает тут немножко. А, пофиг. А что я парюсь? Давайте вот мы в параллели, короче. В параллели у нас что? У нас... Да. Давайте я открою просто еще один код Space и в параллели забубеним его и все. Время не терять. Так. Воу, смотрите, видите, В чем прикол Клайна? У него, видите, есть браузер, да? У него есть тема с used browser. Used browser говорит о чем? О том, что он может смотреть в браузере и видит то, что какая-то фигня. То есть, видите, он уже npm run запускал, но что-то у него не получалось. Сейчас он попробует все дело это исправить. Посмотрим. Ну, что-то тут накидал. Что-то накидал, что-то не накидал. Фиг знает. Сейчас посмотрим. Так, что происходит? Run. То есть пока мы потратили 1,3 бакса и ничего не произошло. Это крайне печальная история в сравнении с бесплатной темой, с бесплатным, Клодом. Понятное дело, что он там рисовал все в артефактах сплошняком, не суть. Дело не в этом. Дело в том, что vZero.dev сделал нам все четко, красиво. Четко, красиво. О, мы даже тут какую-то ошибочку отследили. Это хорошо. Binance вес, wait a sec. Типа, непонятно где-то.
Где-то ошибка, не суть. Ждем. Код Space, давай. Чуть тяжело идет, но ничего страшного. Подождите, а зачем мне четырех? Мне не надо. Давайте меняем машину. Мне такая мощная не нужна. Ай-яй-яй, все, я понял. Видите, что? Надо грохнуть. А, так как так как я запросил JSON, он сразу начал делать 4 гига. А мне зачем 4 то есть 4 ядра? Мне зачем 4 ядра, когда я всего лишь там относительно легкую тему делаю? Поэтому сейчас мы возьмем новое виртуальный код Space и посмотрим. Так, здесь этот что-то там пытается. NPM install, давай. Сделай уже эту тему. Yes. Окей. Не суть. Он что-то сегодня как-то очень долго думает, и мы уже потратили 1 миллион токенов, заметьте, потратили 1,35 доллара и ничего не получили. Печальная история. Печальная история. Ну, бывает. Бывает такое. Это что-то не открывается. Secure Train вот 2 гига. Ждем. Ну почти он загрузился. Здесь что? Давай, input токенсы. Он очень часто показывает историю с input токенсами. И самое интересное то, что я сейчас посмотрел, у меня тир 2, то есть я на втором уровне, у меня максималка инпута 80 тысяч токенов. Если только вы планируете что-то делать, то там очень низкий на самом деле объем. Это надо учитывать историю. Сейчас я вам скажу. Значит, тир 1, максимум input tokens 40 тысяч. Да, тир 2, максимум input tokens 80 тысяч. И если на тир 1 output, да, то есть выдача 8 тысяч, то на тир 2 16. Чтобы получить тир 2, надо купить, ну, надо
сделать топап баланса на антрофике на более чем $40, и через 7 дней а, после покупки будет предоставлен Tier 2. А Tier 3 стоит $200. Надо купить токенов на $200, и через 7 дней будет у вас Tier 3. Tier 3 дает уже 160 инпута и 32 тысячи аутпута. Этого более чем вообще достаточно для любых на самом деле итераций. Чтобы борода растрепалась. Так, ну продолжаем. Какие-то мучения сегодня, честно говоря, с Клайном печальные. Так, он запускает. Он пытается, отчаянно пытается запустить. Что за фигня? Сейчас. Так, давайте сейчас. Что он от меня хочет? Update. Make sure you're using separate shell. Ctrl. Так, Ctrl-Shift-P. Я не знаю, что сейчас это будет. Типа yes. Давай. Ну, смотрите, вот он столкнулся с той темой и предложил, значит, все зареинсталить. Посмотрим, что будет. А по поводу сообщения про Max Tokens, оно очень часто будет возникать, буквально на 5-10 итерации, или там на 15 точно. Поэтому просто я тупо тыкаю, и все, и оно более-менее проскакивает. Там надо подождать по большому счету минуту, чтобы оно проскочило. Так, CodeSpace, что с этим CodeSpace? Не грузится. Почему? Что с тобой не так? Не понимать. Жестко тормозит, я не понимаю почему. Что жрет так сильно оперативно? Даже не знаю что. Не оперативу. Что-то ест. Ну ладно, сейчас. Так, что происходит? А, так, давайте по-другому. Окей. Есть подозрение. Так у меня пинг 514. Ну понятно, сейчас.
514 пинг это не есть очень хорошо. Сейчас. Проверим. Так, ну чего? Оп. Здесь давайте раз. Странно, странно. Так, latency нормально, все нормально. Почему такие тормоза? Я не понимаю. Что вообще происходит? Зачем? Пум-пум. Очень странная тема, я не понимаю, почему оно не запускается. И что нам с этим делать? Послушаем, что нам скажут умные люди. Так, сейчас.
Этот все пытается что-то открыть, ничего не происходит. Ладно, сейчас давайте найдем вот ту тему. Где это? Ctrl-Shift-P, check for updates. Ctrl-Shift-P. Проверить, да? Типа... Какая-то ерунда. Так, еще раз. Ctrl-Shift-P. Ctrl-Shift-P. Бэш. Подождите. Сейчас посмотрим. Так, ну это уже лучше.
$2 страданий. Я сделал это уже. Давай дальше. И чё? Так, wait, package installation. Давайте вот так вот, что ли. Удаляем текущие файлы. Так, что у нас с этим кодспейсом? Так, отлично. Отлично. А, так, а как мне интересно? Давайте это узнаем. Воу-воу-воу. Так, у меня React проект в zip. Как я могу его загрузить в VS Code? Я фиг знаю, сейчас посмотрим. Так, понятно, значит. Okay, so it's better to upload it to GitHub repository as long as I use GitHub Codespaces with virtual VS Code running in browser. How exactly and what should I do step by step to
properly upload that project in React.js in zip file to GitHub. Так, что тут? Так. Так, я не знаю, что он стирает. Что-то он стирает, ладно. Что сотрет, то сотрет. С ним не суть. Так, окей, ну и что? Что опять npm, да. Камон. Так, как это делается? Ой, так, что здесь? GitHub, так, create, public, initialize, upload. Нет, не хочу. Какая-то непонятная тема. Ладно. Типа new. Подождите, import repository. Какой-то гемор, честно говоря. Так, здесь что? Что-то скачать. Давайте. Камон. Ой, не хочу. Это какой-то геморрой. Ладно, сейчас сделаем по-другому. Сделаем по-другому. New. Ну, подождите, а вот разве не так? Оп.
Вот, отлично. Что они мне там рассказывали? Сказки какие-то. Нормальная тема. Нет, не то, да? Это файл. Сейчас upload files. Чус. Чус. Блин, все понятно. Он, короче... Пу-пу-пу. Так, ну подождите. И чего? Вот у меня есть эта тема. Дальше что? Сейчас. Какая-то пока херня с этой херней. Сейчас. Если я сделаю вот так. Так, ну прикол, блин. Нет, это не так. Это как-то не так делается. Как здесь сон сиди. А,
Ну так, explain. Я ничего не понял, что он, как это делается. Я ему написал, типа, объясни это как для пятилетнего. Не. А, во. Сейчас давайте по-другому. Давайте вот так вот. Кинем ему путь и посмотрим, сможет ли он мне что-то нормально написать. Чтобы модель писала четче, надо выставлять прям 0,2 или даже меньше. Так, что тут? Ну, типа я вот должен ставить вот это, да? И чё? Так, окей, давайте по-другому. У меня сейчас все кодспейсы сдохнут нахер. Ну давай, ты что-нибудь сделал там? Так, сейчас. Гид. Так, гид бэш. Да почему? Ну,
Давайте сделаем по-другому. М. М, 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 м. Не понимаю. Ну-ка, подождите. А если вот так? Нет, а если вот так? А, типа вот, и чё? И. Так. Да, ага. Git init. Я, честно, не понимаю. Так.
Ну-ка, а если я вот так сделаю? CD. А, стоп, wait, вот так надо. Клик. Так, и... Wait-ка. Эм, Так, git commit. Fuck, M-ку забыл. Initial. Ну, попробуем. Так, кажется, мы близки. Кажется, мы близки к разгадке тайны. Так, здесь у нас уже отвалилось, блин. Ладно, чуть осталось. Как видите, тут дольше долбишься с какой-то ересью кодерской, которая нахер не нужна. И должна решаться, блин, одним нажатием кнопки. Но что-то надо в терминалах писать и прочее какой-то херотой заниматься. Непонятный, непонятный, так. Мгм. Так. Подожди, больше. Все, вот что надо сделать. Вот так. Мгм. Не работает. Так, окей. М.
Так, so. Чё, и... Что произошло? Какие-то новые репозитории появились или нет? А-а. Так, ну окей, и дальше-то чего? Теперь мне надо сделать... Git init, раз, git add, два, git commit. Так, не понимаю. Бранч. А, все, вот он на бранче. Нет, да, нет. Так, ну давайте вот так. А, и чё. Все, окей. Where? А, копировать. Так. Так, и... Ну что? Git push. Оу, да, что-то появилось так. Слушайте. Кажись, работает. Страшная тема. Сейчас посмотрим. Проверяем.
М. Ничего не понял. А теперь что делать? Так, ну теперь окей. Значит, так, мы зааплодили, да? Но теперь вопрос. У нас есть main и мастер. Как нам их смерджить? Turn on navigate your project run the command. Ну, смотрите, compare and pull request. Сейчас, подождите. Пум-пум-пум. Пурум-пум-пум. Так. Пускай она вот это вот прочитает все. Сейчас посмотрим. Как-то ведь это можно сделать. Мастер. Кнопка-то где? Какая-нибудь. Типа, куда нажать? Блять, я не понимаю.
Так, ну давайте попробуем. Shift insert раз. Git merge master 2. Git push 3. Казалось бы, совершенно простая операция. Просто какой-то херней занимаюсь. Час уже или больше. Зачем? Почему? Так, ничего. Shift in stick. Merged. Ну, ой.
Подождите, вот здесь мне надо нажать Ctrl X, Yes, Enter. Так. Ну, я не понимаю, что с этим опять делать. Ой. Ну, text open terminal with default merge command. Подождите, как мне надо. Ctrl X, Y. VQ.
То есть Ctrl-O. Что происходит? Ай. М. Всё, ну мы победили эту тему. Ну, я в рот бомбил такую историю. Окей, значит, что теперь? Obscure Train, закрываем, Code Spaces. М,
Так, и давайте-ка сейчас 16 минут. Кадли спун, давайте его делитнем. Я скюртрейн тоже делитнем. Все отлично. Итого, мы таки загрузили этот самый проект из V0Dev на GitHub. И теперь мы запустим, как сделать, вот мы зашли в него, теперь мы нажимаем на код, код spaces и create code space on main. То есть мы запускаем код space непосредственно на проекте. Сейчас подождем, пока он загрузится. Так, ну чего? Энное количество времени мы повоевали. Нахрен гитхабом. Ну, он вроде бы одуплился. Так, сейчас поставим все параметры. И продолжим. Значит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, это все ок. Ага. Вот смотрите. Сейчас очень интересный момент. А именно, у нас с вами сейчас получается есть проект, который мы получили из другого источника. То есть он не создан клайном, да, то есть у нас нет ни единой записи истории о проекте, у нас нет кэша никакого. И вот на данный момент велика вероятность ситуации, то, что даже Claude Sonnet, даже под оболочкой клайна запорит и уничтожит проект. Значит, что в таком случае делать? У меня есть немного скриптов. Ну, не скриптов, промптов, которые я вынужденно собираю. И сейчас как раз у меня есть, допустим, промпты для каждого следующего дня. Ну, допустим, началось задание какое-то, там вот ты там завтра я открываю CodeSpace, открываю проект, и я не иду в старый диалог, потому что чем больше в диалоге сообщений, тем он становится дороже. Я открываю новый диалог. И для нового диалога у меня есть по уже известному проекту, у меня есть несколько промптов, которые относительно позволяют ну, более-менее контролировать дичь. Значит, давайте создадим новый промпт. Я сейчас буду рассказывать, что я делаю. Значит, смотрите. Я сейчас создаю промпт для старта в новом проекте при плановом план мод в клайне, да, то есть тогда, когда клайн находится
в режиме планирования. Давайте посмотрим, что у нас есть из файлов. У нас сейчас, оп, или так не видно. Ладно, что-то я вам так не покажу, сейчас не буду ломать этот самый. Сейчас я посмотрю, какие документы и файлы у нас есть. У нас, смотрите, у нас есть в целом все файлы проекта. Да, давайте сейчас, где вот здесь, наверное, лучше будет видно. Да. У нас есть страница, хуки, ты. Да, на самом деле не особо-то много чего есть. У нас нет ритми, у нас нет ничего интересного. Что нам требуется, чтобы понять то, что наш AI-агент не запорит с дури вновь полученный для него в любой стадии, на самом деле, проект. Нам надо, чтобы он прочитал readme, да, чтобы в проекте был readme, но readme прям полноценный, огромный, раз. Должен быть components файл, да, то есть это рассказ о всех компонентах. Дальше у нас должно быть project structure, да, то есть структура проекта, тоже отдельный файл. Сейчас, что тут у нас еще есть интересного? Ну, давайте на этом пока остановимся. Да, значит, нам надо что сделать? Я ему говорю, аккуратно чекни всю структуру проекта. Сейчас всю структуру проекта. Есть опасные вещи в виде первичного задания. Очень опасно его давать, потому что он может начать фигачить опять какую-то ерунду от Адама. Давайте так. То есть я тебе дам первичное задание, на основе которого был создан этот проект. Created. As a message sequence, что подразумевается то, что я возьму не только первое сообщение, да, но и все последующие. Все последующие, значит, что у нас тут? Тык-тык-тык, тык-тык-тык.
Здесь особо не заморачиваемся, просто отдаем ему все использованные сообщения и будем надеяться на лучшее. Это сожрет определенное количество токенов, но по мне так это, поверьте, в разы дешевле, нежели чем вы будете пытаться понять, что же он там нахеровертил. Если он начнет делать все сам, как ему кажется и как он считает нужным. Рассказывая и выдавая ему историю, мы тем самым даем ему немного контекста, что происходило. И получает контекст, он чуть лучше может понимать, о чем, что вообще происходит, о чем речь. Initial image ему давать мы не будем. Почему? Потому что у нас уже хороший... Ну, давайте так, у нас дизайна особо нет, но мы сейчас им не заморачиваемся, и мы не хотим ничего там менять и так далее, потому что нам надо добиться работоспособности приложения и получить еще несколько функций, потому что которые у меня в загажнике лежат, и мы их еще с вами не видели. Так, значит... On the project. Так, значит... Окей, ладно, так, значит... Что я говорю? Я говорю то, что аккуратно пройдись по всей структуре проекта. Я хочу, чтобы ты аккуратно прочитал весь текст, проверил все файлы, чекнул, подумал об этом, создал файлы на основе полученной информации. README, значит, добавить глубокое полноценное описание, структуру проекта и другие и другую нужную инфу. Вот, да, нужную инфу о проекте.
То есть мы говорим то, что там структуру проекта и другие важную инфу о проекте так, чтобы любой джуниор разработчик мог легко понять, о чем главная идея проекта, структура, главное основное ядро дизайна, UI, UX, разработки, тестинга и других принципов. Зачем создаю, ну, как бы моя задумка, зачем создавать этот файл? Этот файл как раз используется, полноценный README используется каждый раз в очередной итерации разработки. То есть вы его тут же скармливаете наряду с другими файлами, а, и это позволяет каждый раз новому чату с AI-агентом понимать все, что было типа создано, а, текущее состояние, от чего стартовать, и что трогать, что не трогать. Какая-то такая тема. Дальше, значит, создай новый файл components.md и опиши все компоненты и их принципы разработки. Так. а, Так, и вот давайте вот здесь поставим, да, значит, файл. Я перед readme вставил промпт, то, что создай новый файл project structure а, и опиши в нем структуру проекта и а, его принципы, ее принцип создания. Дальше у нас идет создание readme, и дальше у нас идет создание компонентов, описание компонентов. Какой-то я еще хотел файл создать. Какой-то еще файл хотел создать. Вот. Нам надо создать файл.
Значит, создать новый файл UI UX Design Principles а, и описать в нем дизайн UI UX принципы проекта. Это позволит, возможно, позволит нам удержать AI-агента от бушующей ненужной фантазии, но, к сожалению, у него фантазия, знаете, всегда рассчитана на примитивизм. То есть он всегда, если делает что-то новое, он делает всегда очень примитивно, то есть самую простую версию. В этом тоже есть большая проблема, потому что если вы нахеровертили огромную логику, там каким-то образом у вас получился без ручного кодирования хороший красивый дизайн, то вот если новый чат с новым AI-агентом не понимает и не знает, а что, как выглядит вообще проект, как он создан, зачем он создан, из чего состоит, какие разработческие принципы применялись, какой стек, кстати, да, про стек, какой, ну хотя ладно, хотя стек, вопрос по стеку, нужен ли нам стек? Давайте запихнем стек, structure, useful info about project. Значит, запихнем это в ритме. Вот если новый чат этого все не знает, он начнет как этот, как дурачок с топором бегать и рубить, там, не знаю, какие-то 10 дней вручную отполированные вензеля. Вот. И это печально. Поэтому мы, собственно говоря, эту тему и делаем. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Так, это мы описали, это мы описали. Остается еще одна тема под названием создание файла gap анализа. Но так как у нас сейчас идет история изначальная, у нас нет как такового gap анализа. Но скоро мы его сделаем. Давайте. Так, вот наше зверское описание, да? Поехали. Я надеюсь, тема еще не закрылась. Это будет обидненько. Так я и думал. Это, конечно, напрягает, блин, то, что она долго грузится, но с другой стороны, относительно экономит часы. Потому что реально можно часа 3 или 4 в день просто убивать, забыв совершенно про то, что у тебя открыто CodeSpace. Но все равно VS Code не хочу. Ждем, короче. Короче, ждем. Давайте сейчас еще здесь посидим, подумаем, пока он грузится. А грузится он что-то долго. Блин. Логика какая? Он нам сейчас прочтет все в план моде. И мы его просим все сделать. Все записать, все сделать. Да блин, что с ним не так, я не понимаю. Открытие удаленного репозитория. Какого фига он не работает? Совершенно.
Так, давайте стоп и open браузер. Так, что-то какая-то фигня у нас, да? Вот, рестарт. Пум-пум-пум. Так, кажется, у нас какие-то качели с интернетом. Я, кажется, знаю, что за качели у нас с интернетом. Понятно все. Качели у нас, видимо, базовые. Потому что 21:00. Мне как-то странно, у меня в 21:00 вроде всегда вылетает интернет. Не знаю, почему всю жизнь. Сейчас. Хотя вроде работает, фиг знает. Странная история, конечно. Так, ну что, эта херня вроде бы одуплилась. Одуплилась. Так, итого, почти одуплилась. Да, давайте. Так, здесь у нас все окей. Все окей, все окей. Здесь он, что, здесь норм. Здесь тоже норм. Так, go. Значит, смотрим, все у нас тут есть. Берем, да, то, что мы написали. Вот эту тему берем. Берем тему, кидаем ее, берем, ставим plan, мод, да, кидаем ее сюда.
В идеале нам бы, конечно, получить... Единственная, видите, фишка в V0Dev, то, что мы не можем посмотреть предыдущую версию. То есть, допустим, допустим, в Клоде мы можем смотреть, а тут нет. Ну да ладно. Значит, окей, давайте фиг с ним, короче, как есть. Отправляем. Дальше посмотрим. Дальше мы посмотрим, что будет происходить. Так, ну смотрите, он пошел читать. Он пошел читать, и это в целом неплохо, да? То есть вот он. Let me analyze the project structure, бла-бла-бла. Видите, он последовательно читает все файлы. Ну, как все, на самом деле, не сильно-то все. А хотя нет, их там не так много было. Да, видите, так, I now have comprehensive understanding. Пам-парам, review, бла-бла-бла, бла-бла-бла, туда-сюда, тык-тык-тык-тык-тык. Да, то есть он пишет, вот, would you like me to proceed with creating this documentation files, да, please toggle to act mode. То есть, типа, дайте добро на создание этих файлов. Перейдите в act mode. Но мы особо здесь ничем не рискуем. В целом мы видим, что он тут что-то накидал, что-то прочитал. Стоило это 15 центов. Ну, типа, окей, го. Вот сейчас, конечно, происходит то самое чудо, когда за тебя это пишут. Потому что, несмотря на потраченное время, я понимаю то, что мною сэкономлены недели, если не месяцы. Потому что вот даже вот такой вот написать readme уже сдуреешь. Да, то есть, ну, Project Structure MD, уже с ума сойдешь 5 раз. А он это пишет вполне себе с хорошей скоростью. Заметьте, вот смотрите, он сейчас создал Project Structure, и он уже, по сути, вот он, видите, он читает его, и он уже, по сути, на основе него, а, так как, видите, есть кэширование, так как он его прочитал, он закинул в себя в кэш эту инфу, и она лежит, то, что создан такой файл с таким-то, с такой-то информацией. А, Теперь он создает components, да, потом он создаст readme, потом он создаст UI UX Design Principles, и у нас, в принципе, уже сразу получается так, то, что есть все описание проекта для нового разработчика. Проще всего относиться к AI-агенту как к новому разработчику, который к тебе вот сегодня утром приходит, и он не понимает вообще, что за проект, и ты ему должен предоставить максимально подробную информацию о проекте, о принципах его создания, о принципах UI, UX и дизайна, чтобы он им строго следовал и не выпадал из них, да, но опять же, это если у вас уже что-то там настроено. Если не настроено, там, понятное дело, что фантазия может бурлить. Но тут фишка в чем? Тут, когда ты а, чего-то получаешь более-менее такое интересное, ты за это начинаешь держаться.
Вот. И когда какое-то новое сообщение AI-агента рушит все на свете, это очень-очень обидно. Но в Клайне, что хорошо, в 3.2, они добавили возможность, вот видите, значочек, сейчас видно, блин, он тут за этим, за экраном. Короче, есть рестор, то есть можно откатить как в промпт сообщение в чате, так и workspace state, да, то есть состояние рабочей среды в плане того, то, что если вдруг он накосипорил где-то, взял файл, у вас был, не знаю, на 400 строк, текста, кода, неважно, а он взял там нафиг все стер и поставил 10 строк. Вот этот момент можно всегда отследить и откатить. Это гемор, но это, знаете, как исправимый гемор. Это не так плохо, как было раньше, когда он все стирал, а ты, если моргнул глазом, то все. Там тяжело добытый код куда-то исчез, и э, приходилось вручную вот здесь вот, да, сидеть и откатывать какие-то там модификейшены, эдитинг и так далее. Так, чего? Он у нас написал... он у нас уже UI, UX, UI дизайн написал. Это неплохо. Это неплохо. Так. Типа все, типа сделал. Я только единственное не понять. Знаете чего? Где readme? Components вижу. Проблемку, да? Я не вижу readme. Вот хоть убей. А, видите, он его не открывал. Да, вот прикол. Прикол в том, то, что несмотря на то, что я дал крайне простое задание, он упустил моментик. И вот этих моментиков, чем сложнее задание даешь, тем больше вероятность того, что он что-нибудь упустит. Так, Project Structure. Вот тоже посмотрите, вот у нас есть overview, да? Так, что ты там? Так, task complete, все, хорошо. Не галлюционирует, это хорошо. Text stack. Start development, так, open, бла-бла-бла, туда-сюда, код style, TypeScript, best practice, fork, components. Угу.
Ну, что ты понаписал? Real-time first data clarity. Так, core principles, visual design. Так, secondary. Так, semantic colors, background colors. Тык-тык-тык, тык-тык-тык, тык-тык-тык-тык-тык. Окей, значит, теперь что делаем? Теперь мы... Давайте вернемся вот сюда. Продолжим пока здесь, потому что мы здесь не так много потратили. Значит, теперь мы, после того, как это сделали, так, самый важный момент, совсем забыл. Очень важно создать роль. Роль и описание этой роли и добавить ее. Я, ну, в следующий раз расскажу, как писать роль, потому что сейчас что-то уже здоровья на это дело не хватит. Но без этого он, конечно, начинает жестко тупить. Хотя фиг знает, может и помогает, не помогает. Сейчас тут у нас есть... Proceed. Вот эта вот тема. Здесь очень много у меня кусков созданных промпта, которые стоит добавлять. То есть я сейчас что делаю? Я взял, добавил персону и добавил в него важный постулат о том, как надо править существующие файлы. Потому что здесь как раз очень большая проблематика с этим делом. Крайне... Да. И, условно говоря, вот этой вот фразой, когда вообще вот этим вот блоком, этим промптом приходится пользоваться в каждом сообщении, когда начинаешь править уже конкретно непосредственно что-то в проекте. Иначе, ну иначе, блин, он устроит тем. Так, мы создали это то 5, 10, 25. Теперь нам надо... Теперь нам что надо? Теперь нам надо ему, чтобы он аккуратно все прочитал. Да. Что мы делаем? Мы берем и говорим ему следующее. Значит, carefully read me. Да, сейчас вот, оп. Carefully read файл. Я думаю, где все? Я что-то забыл, да, нам же надо это pull реквестнуть и синхронизировать, чтобы у нас
Вот он, readme, да, отлично, все, readme есть. Теперь мы... Что, почему ты не видишь readme-то? Какого фига? Read. Ведь он, видимо, по скрипту еще не понял. Сейчас сделаем по-другому. Где readme? Вот он, readme. Относительный путь. Тык, тык. Components MD. Project Structure. MD. Так, где у нас Components UI? А, вот он. Зачем он его сюда добавил? Давайте-ка мы его вот сюда перетащим. Хотя ладно, пускай там лежит, пофиг. Относительно путь. Readme. Components MD. Structure MD. Это, да? То есть у нас раз, два, три, четыре. Четыре. И самое главное, давайте-ка вот сюда мы закинем. Значит, task. Текста. Я создал текстовый файл, куда я запихну вот эту вот инфу, чтобы он ее тоже прочитал. И ему будет тогда более понятно. Так, значит, мы ему говорим tt, чекол tt. Все, мы ему сказали, чтобы он прочитал. Здесь мы говорим, что мы говорим то, что у нас есть issues, да, и мы берем последний известный нам. Мы берем последнее, то, что у нас была ошибка, и вот ее сюда добавляем. Spawned. .
И мы говорим то, что ответь что конкретно ты собираешься делать, чтобы пофиксить все существующие возможные ошибки. Сейчас посмотрим. Вопрос, будет ли он читать все сообщения, потому что, видите, у нас они не выделены файлами. Посмотрим. Он предлагает кое-что сделать, да? А это значит, что нам пора врубать вот эту вот историю, раз, которая в целом звучит, да тут много чего, честно говоря, накидано. Тут в первую очередь мы говорим о том, что ты сначала прочитай файл, после того, как ты прочитал, подумай о нем, что ты собираешься делать. Потом, когда начинаешь править, правь только edit to file, никогда не используй write to file. Иди построчно. М, Когда читаешь, сохрани количество строк у себя, ну, как бы запомни их. И сравни перед тем, как, как делать изменения, сравни с количеством предположительным количеством после изменения. И если после изменения, а ты что-то добавляешь, у тебя получается меньше, то перепроверь свою логику и что ты собираешься убирать, добавлять. Вот. Это позволяет, ну, плюс еще бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, это позволяет ему каждый раз не упарывать а, созданное. Так, ничего, поехали. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Так, давайте я немножко оппортунистически поступлю. У меня есть еще пару записей, что я хотел добавить в такое приложение. Сейчас посмотрим. Если он эту тему не запорит, то хорошо. Если она начнет работать. Ну, посмотрим. Видите, мы сразу вылетели за 80
Тысячный объем где-то вот на 650 тысячах кэша. Ну, что поделать. Чуть позже будет больше эта история. Так, ну и что у нас тут происходит? Вот видите, 107, да? Было 107, и что-то там дописывает. Ладно, нормально пока. Пока идет. Пока идет в каком-то более-менее нормальном темпе, пока он не ушатался. Но пока это всего лишь какая-то писанина невнятная, и мы не видим, жив ли проект или не жив. Как видите, у нас было 107 в файле, да, Binance WebSocket. TypeScript, .TypeScript. Вот он накидал туда плюс, там плюс, наверное, плюс 70 как минимум будет этих самых. А, кстати, давайте прочитаем. Он вообще по идее... Changes needed. Так, что-то он там пишет. Я не знаю, что он пишет. Сейчас посмотрим. Прикол использования браузера на самом деле дает огромные возможности, потому что можно ему давать задание, что конкретно посмотреть. То есть он начинает сам в headless браузере водить мышкой, тыкать кнопки. То есть можно прописать конкретное задание, которую он сделает, и вы можете ему давать в том числе UI, UX, какие-то истории, чтобы он сам их понял, осознал. Что такое? Что такое? Давай, connection error. Почему? Бабок там достаточно. Так, значит, что у нас тут? For the error, I'll now update the Binance. Окей. Вот видите, он уже вот сейчас пошел делать что-то, то, о чем я его не просил.
он обнаружил какую-то ошибку in Binance WebSocket. Пошел ее исправлять. Посмотрим. Так. Ну вот сейчас, конечно, полное издевательство идет. Так, да-да-ты. То есть, приближаясь к миллиону в кэше, все, у нас мы резко встаем в проблему с упираемся в токен в минуту. Тут же. При том, что у нас было вон там 1000 ошибок, а каждая ошибка стоит 3 цента. Хотя по-разному, да, то есть, ну, давайте 5 центов. 5 центов ошибка. С одной стороны недорого, с другой стороны их до хрена. И мы еще пока не видели ничего работающего. Смотри, 4, смотрим. Запорит, не запорит. Кстати, хорошая вот идея. I want you to extract this text from audio. The text. I want you to create semi-simple and semi-comprehensive task for computer use AI agent to navigate to the project via using built-in for function of browser use and create a simple user journey task to test. The main idea is to give a task to AI agent for self-testing by using computer vision, self-testing creating project, finding all or any that exist issues, problems and errors, and self fixing it. Сейчас посмотрим.
Что у нас сейчас будет происходить? Посмотрим. Так. Я на... Так. Так, вот, да? Так, I want to turn task for computer vision AI. Go. Should be able to navigate to website project, web browser, Угу, 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 угу. Ну, нормальная тема вроде бы, нормально. Идея какая? Сейчас вот он что-то тут допишет, да напишет, и дальше я хочу дать ему задание, чтобы он... Не я ему давал поиск ошибок, а чтобы он сам пытался каждый раз, используя браузер, открывать, запускать приложение, открывать его, сам придумал на основе информации проекта use кейсы, да, написал тест-кейсы и по ним ходил. Все, вся идея. То есть мы полностью, условно говоря, сейчас постараемся сделать мануальный автотест. Ну, давайте так, автотест в ручном режиме, не применяя рук своих. Так, ну чего? Он нам предлагает npm install. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Так, у нас здесь дофига всяких проблем. Ну ладно, сейчас посмотрим, что он сделает. Вот видите, мы еще не успели ничего сделать, а у нас уже dependency конфликты. Какого хера, я не знаю. Вот тема какая-то непонятная. Ну ладно, сейчас посмотрим, что будет. Наша задача простая. Хотя бы попробовать эту тему сегодня запустить. Ради приличия. Сейчас он, видите, более-менее нормально идет. В плане того, что идет по каждой строчке. Не вырезая, не вырывая куски. Потому что у него была проблема, да и будет, и она существует, проблема без нормального промпта. Он начинает... Без нормального промпта он начинает чудить. И даже больше, даже если у него прошло более там 5-7 сообщений,
И промпт о том, что надо аккуратно, быть аккуратным и аккуратно править, был 5-7 сообщений назад, он тоже начинает творить дичь. И надо четко понимать то, что это очень, это лучший, вот на данный момент это все равно лучший кодер в виде Клода 3.5 Sonnet. Потому что, как вы видите, болт на нем, визира на нем, полюбасу на нем, да, то есть, понятное дело, с надстройками, какими-то там преднастроенными командами, но тем не менее это только Клод, потому что больше никто так не пишет. Так, что тут? Так, он что-то там исправляет. Что исправляет? Фиг знает. Посмотрим. Ну нормально. Я сейчас в параллели